Ephesus. Эфес. Were you asking about Ephesus after Revelation was written? Yep. Okay. It lasted for quite some time in after The church or city? the church and the city both. Церковь и город продолжали существовать еще какое-то время после вот того, как было произнесено это пророчество. Several of the early church councils were held at Ephesus. Несколько ранних соборов церковных, великих соборов, были проведены в Эфесе. Some of the famous church councils were things like the Apostles' Creed and the Nicene Creed, and those things were settled. Несколько очень важных, значимых церковных соборов было проведено там. Например, те соборы, на которых выработалось апостольское вероисповедание или никейское вероисповедание, там в Эфесе. But Turkey has a lot of earthquakes. Но в Турции много землетрясений. And almost all of these cities were destroyed by earthquakes many, many times. И почти все эти города были уничтожены землетрясениями несколько раз, много раз. Even in modern times, Turkey has a lot of earthquakes. Даже в современной, вот сегодня, в наши дни, в Турции много землетрясений. Also, of course, after the 6th and 7th century, you start to have Turks and Muslims invade. И, конечно же, после 6 и 7 столетия начались вторжения мусульман, турок. And so that affects a lot of Christian history after the time of Islam. И это уже повлияло сильно на историю христианства в этом регионе уже в исламские времена. But going back to before Revelation, Но говоря о ситуации до книги Откровения, до написания этой книги, Ephesus is critical in understanding much of the New Testament. вообще Эфес, он имеет крайнюю важность в понимании большей части Нового Завета. Because it is featured, of course, in the book of Acts. Поскольку он упоминается, конечно же, в книге Деяний. Part of Paul's third missionary journey. Это Эфес был частью третьего миссионерского путешествия Павла. He lived there for 3 years. Павел жил там 3 года. It was from Ephesus that 1 Corinthians was written. Именно из Эфеса написано первое послание Коринфянам. Okay, and so we have connections in 1 Corinthians. Поэтому есть связи с Эфесом в 1 Коринфянам. We also have connections in 2 Corinthians. И есть связи также и во 2 Коринфянам. Where Paul talks about the things that happened to him while he was in Asia. Когда Павел там рассказывает обо всем, что случилось с ним, пока он был в Асии. We also have references to Ephesus in 1 Timothy. Также упоминание об Эфесе есть в 1 Тимофее. Because Paul had encouraged Timothy to stay in Ephesus. Поскольку Павел ободрял Тимофея оставаться в Эфесе. We also have, obviously, in Revelation 1 through 3, references to Ephesus. Ну, очевидно, в Откровении с 1 по 3 главу есть тоже упоминание, отсылки к Эфесу. And so we have descriptions of Ephesus in the 50s. То есть у нас есть упоминание об Эфесе в 50-е годы, In the 60s, 60-е годы and in the 90s, и в 90-е годы. What about John's in epistle? these decades of the first century AD. Вот целые десятилетия первого столетия. What about 1 John? Yes, very smart. Okay, 1 John. Ну, также еще первое, второе, третье послание Иоанна также связано с Эфесом. Okay, and so this would have been in the 70s or probably the 80s. Это, скорее всего, где-то 80-е годы. After the fall of Jerusalem. После падения Иерусалима. Later in the ministry of the Apostle John. Позже, уже в более поздний период служения апостола Иоанна. And so these descriptions are very important. Поэтому все эти описания крайне важны. Very useful that we have these descriptions, especially in our understanding of Revelation. Очень полезно, что у нас есть все эти описания, особенно вот в понимании книги Откровения. Because there is some bad theology. Поскольку имеет место плохое богословие в этом регионе. Called preterism. Preterism. Имеет место, я прошу прощения, в наше время плохое богословие, преторизм. Which does not view Revelation as future. И преторизм, они рассматривают Откровение не как книгу о будущем, пророчество о будущем. It views everything in Revelation as past.
Но все, что описано в Откровении, они рассматривают как уже прошедшие события. Everything we're going to study today and tomorrow about the tribulation. И все, что мы с вами будем изучать сегодня и завтра о Великой Скорби, They say, oh, all of that was finished in 70 AD. Претеристы говорят, все это закончилось уже в 70-м году нашей эры. So when the Romans destroyed Jerusalem, that was what Revelation was all about. И вот когда римляне уничтожили Иерусалим, вот, собственно, об этом нам и говорила книга Откровений. Все свершилось. And it's terrible theology. И это отвратительное, очень нехорошее богословие. But it also demands that the book of Revelation has to be written earlier than 70 AD. Но также такой подход требует, чтобы книга Откровения была написана до 70-го года. It demands that it was written in the 60s or the 50s. Требуется таким образом, чтобы книга была написана в 60-х или 70-х. Which is totally в 50-х или 60-х. not consistent with what we have in the traditions of church history. И это совершенно не соответствует всему тому, о чем мы читаем в церковной традиции, церковной истории. Also John's own admission that he was in exile on the island of Patmos. И также собственному признанию апостола Иоанна о том, что он был изгнан на остров Патмос. That exile didn't happen in the 50s or the 60s. Такие ссылки на остров Патмос не случались в 50-х, 60-х годах. That exile had to have been in 95 or 96. Ссылка должна была случиться где-то в 95-м или 96-м году. We can date that with certainty because of the date we have for the death of that Caesar. И мы можем это знать совершенно точно, поскольку именно в этот год случилась смерть кесаря Домициана. But see, Ephesus is very helpful in helping us to reject a view of the 50s or the 60s as a date. Но, видите, вообще знание истории Эфеса очень полезно нам для того, чтобы отвергнуть вот датировку книги Откровения 50-ми или 60-ми годами. Because John told that pastor that he had left his first love. Поскольку Иоанн сказал этому пастору, что тот оставил первую любовь свою. Are we talking about Timothy? Мы говорим о ком? О Тимофее, что ли? Is Timothy the angelos that left his first love? Это что, Тимофей тот самый ангел церкви, который оставил первую любовь? Or was he talking about Paul, since Paul ministered in Ephesus so many times? Или Иисус обращается к Павлу, потому что Павел уже служил в Эфесе столько времени. So the description in Revelation does not fit what we know about Ephesus. Поэтому вообще описание в книге Откровения не соответствует тому, что мы знаем об Эфесе в таком случае. In the 50s, 60s, 70s, or 80s, it has to be a later Ephesus in the 90s. То есть оно не соответствует тому, что мы знаем об Эфесе. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. То есть описано должно происходить в более поздний период, где-то уже в 90-е годы в Эфесе. Okay, so thank you for your question on Ephesus. Поэтому спасибо тебе за вопрос об Эфесе. By the way, can I give you something extra credit? Кстати, вот я могу даже вот на бонус вам дать за то, что я сейчас скажу. I am starting to do more recent studies. Я вот в последнее время там провел некоторые исследования. Things that I'm preparing to do right now for Austin Bible Church. Я сейчас готовлюсь к новой серии в Библейской церкви Остин. About possible imprisonments that Paul had while he was in Ephesus. И у меня вот даже вот в процессе исследования я пришел к вероятности того, что апостол Павел, возможно, находился в заключении в Эфесе. Imprisonments that are not mentioned in Acts chapter 19. И заключение, которое не описано в Деяниях 19 главе. Luke does not record them in Acts chapter 19. Лука не записал их в 19 главе. But Paul does speak of them in 1 Corinthians and 2 Corinthians. Но Павел говорит об этом заключении в 1 и 2 Коринфянам. He talks about far more imprisonments than any other apostles. Он говорит, что я был в заключении больше, чем любой из апостолов. And in the book of Acts, the only imprisonments we know about are he has one night in a Philippian jail in Acts 16. И в книге Деяний единственное заключение, о котором мы читаем, ну вот до последнего, это заключение в филиппийской тюрьме. Одну ночь он там провел, Деяния 16 глава. And then he spends Там, где рухнули стены, и тюремщик. And then he spends a couple of years in Caesarea. И также Павел уже в более поздний период, пару лет провел в Кесарии. In Acts, 22 through 24 maybe. Деяния там 22, 24. I'm guessing. Я предполагаю. And then, of course, he's in prison in Rome. Конечно же, он в заключении в Риме. In Acts 26. В Деяниях 26 главе. Okay.
And so, Да, в Деянии 26 главе. and this is Philippi. И тут Филиппы. Да? That was just one night. Ну, это был один вечер. Okay, this was 2 years. This Одна was 2 громкая years. ночь. Okay, so all of this is important for people that want to study the imprisonment epistles. Да. И все это очень важно для людей, которые хотят изучить тюремное послание Павла. So we're talking Philippians, Ephesians, Colossians, and Philemon. И мы говорим о тюремных посланиях, это Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Филимону. And lots of discussions. Did he write the traditional? Is that he wrote them from Rome? И много идет бесед и дискуссий на этот счет. Традиционная точка зрения в том, что Павел написал эти послания из Рима. The second most popular is that he wrote maybe some of them from Caesarea. Вторая по популярности точка зрения, что, может быть, некоторые из них он написал из Кесарии. И там он был по 2 года. Okay. But now I am starting to research ideas that he actually wrote them from Ephesus. Но теперь я вот начал исследовать, раскапывать идею и вырабатывать точку зрения, что, может быть, он написал их из Эфеса. And there are a lot of good reasons to put the writings of Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon from an Ephesus setting instead of a Roman setting. И есть много аргументов, есть много доказательств того, что стоило бы место написания Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону сказать, что это было написано в Эфесе, в более ранний период. The biggest problem is that Luke does not record an Ephesus imprisonment in chapter 19. Самая большая проблема с этой точки зрения, что Лука не описывает никакого заключения Павла в Эфесе, в Луке 19 главе. But that problem is overcome by Paul's references in 1 Corinthians and 2 Corinthians. Но эту проблему можно решить упоминаниями Павла о своем заключении в 1 и 2 Коринфянам. So, anyway, this is research I'm doing now. Так или иначе, это исследование, которое я провожу сейчас. And Pastor Robbie Dean asked me if I would present this at his church next spring. И пастор Робби Дин спросил, не мог бы ли я представить свои тезисы в его церкви следующей весной. So pray for that. Поэтому молитесь об этом. If my studies come together well, then I can present a paper. И если мои исследования увенчаются успехом, то я вот представлю какую-то уже научную работу на этот счет. But it is marvelous in helping us to add Philippians, Colossians, Ephesians, Philemon. Но это потрясающе, поскольку это позволит нам добавить вот эти 4 тюремных послания Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам, Филимону. It helps us to add these books as well to our understanding of things at Ephesus. Но в таком случае, если они действительно написаны во время заключения в Эфесе, они помогут нам добавить к нашему пониманию вообще ситуации в этом городе в то время. And they fit far better than if you try to put them all in a Roman setting. И если мы примем такую точку зрения, то тогда намного лучше будет соответствовать содержанию этих посланий заключению в Эфесе, чем если бы они были написаны в Риме. Okay, so all of that is just extra credit. Все это просто как на дополнительную оценку. It's like traditional idea that Onesimus run from Philemon to Rome. That's a long way to run. And there he was caught. So, from your point, He ran from Colossae to Ephesus. Ну, can I just... Yeah. Да, ну, например, простой пример. Филимону, да, все помнят. Анисим, беглый раб, традиционная точка зрения, что Анисим из Колосс сбежал аж в Рим. И там встретил апостола Павла и был ему помощником в тюрьме. А от Колосс до Рима пилять очень не сложно. Да. Но куда логичнее предположить, что он сбежал из Колосс в Эфеса за 70 километров. И там был как бы пойман, и там был помощником Павла во время его возможного заключения в тюрьме. Okay. We did not get as far as I wanted to get yesterday. Мы не продвинулись так далеко, как я хотел бы вчера. Because we didn't finish Revelation chapter 3. Мы не закончили Откровение 3 главу. On the average Tuesday we can get through chapter 3. В обычный вторник мы вообще-то пробиваемся через 3 главу. On some very good Tuesdays, even one time I got all the way through chapter 5. В самые хорошие вторники, один раз я даже аж до 5 главы дошел.
But then on a very bad time, I only got through chapter 2. Но в очень плохие вторники я только 2 главу осилил. So this class is kind of right in the middle somewhere. Поэтому вот этот курс, он как-то вот посерединке оказался. You ask more questions than some classes do. Вы задаете больше вопросов, чем некоторые курсы. You ask fewer questions than some classes do. Но в то же время это меньше вопросов, чем задают еще некоторые курсы. So that's okay. Поэтому все нормально. We're going to make up for it today, though. Поэтому, мы сегодня, мы спланируем наше время сегодня. And we're going to work our way quickly through the tribulation. И мы сегодня постараемся очень быстро пролететь через период великой скорби. So first we have to finish our last church. Но, во-первых, нам нужно закончить нашу последнюю церковь. And then we have to go to heaven for a couple of chapters. И потом на пару глав нам надо подняться на небеса. So it's possible we won't have tribulation until after lunch. Поэтому вполне возможно, что скорби у нас не будет до послеобеденного периода. Sound good? Нормально? Okay. The last church we haven't covered yet is Laodicea. Итак, последняя церковь, которую мы не затронули, это церковь Лаодикии. Remember, Laodice was a girl's name. Помните, Лаодикия это вообще было женское имя. And this is a town named after her. И вот город был назван по имени вот этой принцессы Лаодикии. The princess, yeah? Princess of this. She was of a Seleucid. Да, жена, да, короче, супруга кого-то из селевкидов там. In Daniel 11, we were talking Даниила about 11 главе мы там о ней говорили. history of the Greek. Мы говорили о истории этого региона. И вот. Okay, Jesus is called the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. И Иисус говорит, да, напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Oh, I wish I could spend 3 hours teaching this verse. Я хотел бы потратить 3 часа на изучение только этого стиха. I believe the beginning of the creation of God is powerful. Я думаю, что вот эта фраза «начало создания Божия», то есть начало творения Божия, это очень сильное вообще утверждение. It's a great verse to connect with Colossians 1, where he's called the firstborn of all creation. И это отличный стих, который можно связать с Колоссянами 1 главой, где Иисус назван начатком всего творения. Or Proverbs Первенцем всего творения, простите. Also Proverbs chapter 8, when you see the birthing of the humanity of Jesus Christ. Proverbs chapter 8. И также притчи 8 глава, где сказано об Иисусе, там о мудрости, но в принципе об Иисусе, что начаток творения. So, I can't go into that today. Но и сегодня я не могу этого касаться. Just remember it for later. Просто запомните, может, на будущее. Okay, this pastor has a few things to his credit. У этого пастора есть несколько положительных характеристик для его Actually, I said that wrong. He has nothing. Zero. Nothing at all to his Вообще-то я credit. неправильно сказал. Не сказано о нем вообще никакой похвалы. And the things about his ministry make the Lord want to vomit. И его подход к служению вызывает у Господа тошноту. Okay? And like the pastor at Sardis, this pastor is under considerable self-delusion. Как и пастор в Сардисе, этот пастор явно обманывает сам себя. The worst kind of lies are the lies that you lie to yourself. Худший вид лжи – это ложь, которую вы рассказываете сами себе и в нее верите. And he thinks that he has everything is going great. И этот пастор думает, что все у него идет хорошо. Remember at Sardis, he thought he had a reputation, a name that he was alive, but he was dead. Помните, в Сардисе там была репутация у пастора, что он такой живой, живчик, но на самом деле он был мертв. This pastor thinks that he is rich, has become wealthy, and he has need of nothing. У этот пастор считает в 17 стихе, что он богат, разбогател и ни в чем не имеет нужды. But the reality is that he is wretched and miserable and poor and blind and naked. Но реальность в том, что он несчастен, жалок, нищий, слеп и наг. Okay? And so he has a lot of problems. И поэтому у него много проблем. Okay, he is neither hot nor cold. Он ни холоден, ни горяч. And it is interesting, the history of Laodicea. И вообще история Лаодикии весьма интересна. Did I put it in your notes? Я это поместил в ваши I did заметки? not put it in your notes. No, you didn't. Okay, I'm sorry. Laodicea had Roman aqueducts. В Лаодикии были римские акведуки.
that brought water in from some hot springs. То есть как бы своего рода водопровод. И они доставляли в город воду из горячих источников. And they had other aqueducts that brought water in from cold mountains. И также были другие акведуки, другой водопровод, который доставлял воду из холодных источников, с гор. So this is an ancient town that had hot and cold running water. То есть вот древний город, в котором есть и горячая, и холодная вода из водопровода. Except there were a lot of earthquakes. И, конечно, было много землетрясений разных. And very often those aqueducts were damaged. И очень часто эти акведуки, они терпели ущерб. And quite frequently, by the time the water reached Laodicea, it would be lukewarm. И очень часто, уже к моменту, когда вода, пройдя по всем этим акведукам, достигала Лаодикии, будь она горячая, будь она холодная, она уже к моменту прихода к потребителю становилась тепленькой. In any event, archaeologists have found it interesting the water supply for Laodicea. Но, тем не менее, археологи вообще весьма интересуются вот этой водопроводной системой в Лаодикии. And the references here in the Bible to them being lukewarm. И также очень интересно вот эти ссылки в Библии, когда о лаодикийцах говорится как о теплых. Because Jesus would rather that this pastor was either hot or cold. Потому что Иисус хотел бы, чтобы этот пастор был или горячим, или холодным. And both can be good. И то, и другое может быть хорошо, Depending on the в circumstances. зависимости от обстоятельств. And because there are some foods you want to eat while they're hot. Потому что есть, какая-то еда, которую вы хотите есть, там, пока она горячая, там, шаурма, например. Or some beverages like coffee are good when they're hot. Или, там, может быть, какие-то напитки, кофе, чай вы хотите пить, пока они горячие. My daughter likes to have iced coffee when it's cold. Моей дочери, правда, нравится ледяной кофе, вот холодный кофе. But my daughter is strange. Моя дочь вообще странная такая. Okay. Coffee should be hot. Кофе должен быть горячим. But other drinks should be cold. Но другие напитки, они наоборот должны быть холодными. Lemonade should be cold. Лимонад или квас, Or milkshakes should be cold. или молочные коктейли. Okay? Да? Not lukewarm. Не теплые. And that's the problem with this pastor. И вот это проблема с этим пастором. Plus he has all of these spiritual deficiencies. Плюс у него вот все вот эти вот духовные недостатки. But notice, every spiritual deficiency that he has can be provided for from heaven. Но обратите внимание, все вот духовные недостатки, все то, что ему не хватает в духовном плане, все это может быть дано ему с небес. Verse 18 says, I advise you to buy from me. Стих 18. Иисус говорит: «Советую тебе купить у меня Gold refined by fire, so you may be rich. золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, And white garments, so you may clothe yourself. и белую одежду, чтобы одеться, And eye salve to anoint your eyes, that you may see. и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». So all of his problems, being wretched, miserable, poor, blind, and naked, can be provided for from heaven. И все вот эти вот проблемы, описанные в 17 стихе, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг, все это может быть решено, и все это Бог готов обеспечить решение этих проблем с небес. You know, we participate in the heavenly marketplace. Вы знаете, что мы участвуем вообще в небесном рынке, в небесной ярмарке, да. A lot of times, of course, we lay up our treasures in heaven. Очень часто мы, конечно, там складируем наши сокровища на небесах. Everybody knows that verse. Все это знают, все этот стих цитируют. But heaven is more than just a bank that you're making deposits to all the time. Но небеса это куда больше, чем просто какой-то банк, куда вы постоянно закидываете депозит на хранение. It's also a marketplace where you can purchase Также это ярмарка, где вы можете что-то и приобрести. gold and garments and eye salve. Золото, глазную мазь, белую одежду. Yeah, kind of fun, isn't it? Это забавно, да? Think about that. And this is a marketplace. Can you afford to buy the stuff in this marketplace? И это ярмарка. Вы можете себе позволить купить что-то на ярмарке? You know, there are some stores I go into a lot И есть, знаете, вот некоторые магазины, в которые я часто захожу, because the prices are very cheap. поскольку цена там весьма низкая, Okay, and I'm very cheap.
И я вообще такой, But люблю все недорогое. There are other stores I never go into at all. И есть некоторые магазины, в которые вообще никогда не захожу. Because the prices are just too expensive. Поскольку там все слишком дорого. You have to be crazy to spend that kind of money. Вам нужно быть каким-то ненормальным человеком, чтобы такие деньги тратить. I don't even try to walk in there. Я даже туда и не пытаюсь зайти. They laugh at me if I go in there. Они будут смеяться надо мной, если я туда зайду. Okay? But this heavenly marketplace, Но вот эта небесная ярмарка, небесный торговый центр, I have every right to be in here. там у меня есть все права находиться. Туда я могу спокойно заходить. Because my Savior paid the price. Поскольку мой Спаситель уплатил цену. And I get to go in His name. И я прихожу туда с Его кредитной карточкой. Я в Его имя туда прихожу. And I can buy without cost. И я могу купить все, что хочу бесплатно. So it's all good. Поэтому все здорово. This is about prayer, going to our Father in prayer and receiving what He provides from His marketplace. И это на самом деле стих о молитве, да, когда мы приходим к нашему Отцу с молитвой и получаем то, что нам необходимо на Его небесной ярмарке. So this pastor needs a better prayer life. Поэтому этому пастору на самом деле надо больше молиться. Okay, the Lord wants to have intimacy with this pastor. И Бог хочет иметь близкие отношения с этим пастором. Which is why He's disciplining him. И это причина, по которой Он его дисциплинирует. Verse 19, those whom I love I reprove and discipline. Ибо кого я люблю, тех обличаю и наказываю. And this pastor is under discipline of being wretched, miserable, poor, blind, and naked. И этот пастор находится под божественной дисциплиной. Это причина, по которой он несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. So he needs to wake up and see the love of Jesus that is bringing all this into his life. И ему надо пробудиться и увидеть любовь Христову, которая все это принесла в его жизнь. And then he needs to repent. И ему нужно покаяться. And once he does repent, he can have fellowship with Jesus. И когда он покается, у него снова может быть общение с Иисусом. You know behold, I stand at the door and knock, that's not a gospel verse. И вы, наверное, уже знаете, вот это «се стою у дверей и стучу» — это не стих для презентации Евангелия. Yeah, you know that? Вы это знаете? It's a terrible gospel verse. Это очень неправильно, жутко, когда этот стих используют при презентации Евангелия. But it's a fellowship verse with a pastor who needs to repent. Но это стих, который касается общения. Он адресован пастору, которому нужно покаяться. Okay? And again, we have a reward for the overcomer. И опять же мы видим награду побеждающему. We get to reign with Christ. Тут говорится, что мы будем править со Христом. To sit on His throne as He overcame and sat down on His Father's throne. Сядем с Ним на Его престоле, как и Он победил. Сядем с Ним на Его престоле, как и Он победил и сел с Его Отцом на Его престоле. Again, this is a universal reward for the body of Christ, church age believers. Опять же, это универсальная награда для тела Христова, для верующих века Церкви. And I compliment you for what you observed yesterday. И я хотел вам сказать спасибо за то, что вы заметили вчера. You observed that some pastors teach this in slightly different ways. Вы обратили внимание, что некоторые пасторы учат об этом по-другому немножко. And that's good that you are able to study with that kind of discernment. И я очень рад, что у вас есть возможность практиковать вот такое развлечение и воспринимать разные точки зрения. And you will have to come to your own convictions before the Lord. И я надеюсь, что вы придете к своим собственным убеждениям пред Господом. And don't believe anything because Pastor Bob said so. И ничему не верьте просто потому, что пастор Боб так сказал. And don't believe anything because Pastor Robbie Dean said so. И ничему не верьте также лишь по той причине, что пастор Робби Дин так Or сказал. Mark Messer or Jim Myers. Или Марк Массер, или Джим Майерс, вот они так сказали, все, истина последняя Or инстанция. any human being. Да и вообще любое человеческое существо. Be noble-minded and search the scriptures. Будьте благоразумны и исследуйте Писание. And see if these things are so. И посмотрите, как будьте благомысленны, исследуйте Писание, так ли оно. Да? Деяние 17-12. If I may, though, if I may, Но если вы мне позволите, let me give one helpful hint. вот я бы хотел вам маленький полезный совет дать. Be very, very careful of any teaching that tries to divide the bride. Будьте осторожны и будьте внимательны со всяким учением, которое пытается как-то разделить невесту. There's some very bad theology that tries to divide the bride in different ways. Есть нехорошее порой богословие, которое пытается тем или иным способом разделить невесту Христову. Maybe you've experienced a partial rapture theory.
Может быть, вы сталкивались уже с теорией о частичном восхищении. that divides the bride of Christ. И эта теория, она разделяет невесту Христову. And good believers get to be raptured, and bad believers go through the tribulation. Хорошие верующие будут восхищены, а плохие пройдут через великую скорбь. And you have a divided bride. И вот у вас таким образом разделенная невеста. I think there's other teaching that divides the bride. И я думаю, есть другие учения, которые также разделяют невесту. Some would include the bride in some millennium blessings. Некоторые люди, они включают невесту вот в эти благословения в тысячелетнем царстве. But put other parts of the bride outside where there's weeping and gnashing of teeth. Но, то есть, как бы часть невесты, они говорят, да, получит часть невесты благословение тысячелетнего царства, а другая часть отправится туда, где плач и скрежет зубов. And that's a bad teaching from the Gospel of Matthew. И это очень плохое учение из Евангелия от Матфея. And it also divides the bride. И оно также разделяет, рассекает невесту. But the rapture passage of 1 Thessalonians 4 does not let you divide the bride. Но отрывки о восхищении церкви в 1 Фессалоникийцам 4 не позволяют вам разделить невесту. Because the dead in Christ rise first, and we who are alive and remain are caught up together with the Lord. Поскольку мертвые во Христе воскреснут прежде, а через мгновение мы тоже к ним присоединимся и будем восхищены Господом. Thus we shall always be with the Lord. Чтобы быть с Господом всегда. Помните так? You know what I think that means? Вы знаете, что это значит? I think that means we shall always be with the Lord. Я думаю, что это значит, что мы будем с Господом всегда. Okay. That means that we will be sitting on thrones with Him as He is sitting on thrones. И я думаю, что это значит, что мы воссядем с Ним на Его престоле, как и Он сидит на престоле Отца. Which is why I view these overcomer blessings as positional blessings for the whole bride. И вот почему я рассматриваю вот эти благословения побеждающему как позиционные благословения для всей невесты. So just be careful of any theology that splits the bride into pieces. Поэтому будьте всегда осторожны с каким-либо учением, которое пытается невесту нарезать на кусочки. I have never met a husband who walked away from his wedding with only part of his bride. Никогда я в жизни не видел мужа, который уходил со свадьбы, неся на руках половину невесты. Never. Никогда не видел. Never. You took your whole bride with you when you got married. Нет, так вы, как бы, мужья, вы с собой брали всю невесту после свадьбы. Always. Всегда. So, 225, church in Thyatira, only hold on to what you have until I come. So, this church disappeared and Jesus still did not come. Uh-huh. Yeah. Same thing. Abraham То же самое с Авраамом. was looking for a city, Ожидал города and he died. и умер. Ожидал небесного града и умер. 11 глава Евреев. Never came in his lifetime. Никогда этого не случилось в течение его жизни. Hebrews 11 is written to address the fact that they died in faith without seeing the promises. И Евреям 11 глава написано, как раз таки вторая половина списка героев веры, написано о тех, кто умер, не дождавшись исполнения обетования. So we continue to stay faithful until Jesus comes. Поэтому мы остаемся верными, мы пребываем в вере, пока Иисус не придет. And maybe he won't come. И может быть Он не придет так быстро, как нам бы But I хотелось. think he's coming today. Но я надеюсь, что Он придет сегодня. Me too. And I'm going to live my life today with the belief that he is going to come. И я сегодня буду жить так, как будто Он вот-вот сегодня должен уже прийти. And this morning I was sad И сегодня утром мне было грустно, because my alarm woke me up. поскольку меня разбудил мой будильник. And it was an alarm that woke me up. It was not a trumpet. И меня разбудил будильник, а не трубный зов. So I was sad it was not a trumpet. Мне было грустно, что это был не трубный зов. But No. in God's grace, I get one more day. По Божьей благодати у меня есть еще один день. One more day to teach students. Один еще день, чтобы преподавать One Слово more day Божие студентам. to testify of Jesus. А один еще день, чтобы свидетельствовать об Иисусе. So, okay. Бонусы зарабатывать еще 2 страны. Earn some bonuses there. Yeah. Last minute studying for the finals. Да, такое знаете, как последнее вот это уже изучение конспекта перед экзаменом. Okay, in point 4, I won't spend a lot of time on this. On a chapter 4, you mean? No, in chapter 3, point 4 of the notes.
Глава 3, пункт 4 в ваших заметках, это начало 6 страницы. Я не очень долго хочу на этом задерживаться. There are some scholars who attempt to use the 7 churches as an outline of church history. И есть некоторые исследователи, которые пытаются использовать эти 7 церквей как такой краткий план церковной истории. And so they view Ephesus as the apostolic church. Они рассматривают Эфес как апостольскую церковь. Smyrna was the martyrdom church Смирна through 314. Мученическая церковь. Pergamum was worldly and controlling church Пергам это контролируемая миром up церковь. until 590 AD. До 590 года почему-то. What happened in 590 AD? А что случилось в 590 году? Собор. The Council. Pope Gregory I. Папа Григорий I. And really kind of the real start of the Roman Catholic Church. То есть реальное такое начало Римо-католической церкви, когда папа консолидировал власть. Це коли Константинополь, то вже... So that was in Rome Yes. when he consolidated power in his arms. Да, то есть он был в Риме. Папа Григорий I был в Риме. Папа всегда в Риме. 590 is really the first pope. То есть Not 590 год Peter. это действительно вот первый папа в современном понимании этого слова. Как бы не Петр был первым. Якась тут написано апостольська церква, це з 33-го по 100-й, да? So Ephesus, like Apostolic Church, 33, 100 AD. Ну, від 50-х. 33 AD, 100 AD. Yeah? Around that. That's what this outline says, yes. Да, это то, что говорят такие исследователи. I'm giving this for your information. И я это даю вам для информации. I don't believe it. Но, чтобы вы знали, я в это не верю. I think it's flawed in its premise. Я думаю, что сама по себе базовая идея такой точки зрения, она ущербна, она неправильна. But it is popular in some books. Но в некоторых книгах эта теория пользуется популярностью. And you may encounter it at some time in your studies. И, может быть, вы встретитесь с этой теорией как-то в своих исследованиях. So I want you to be aware of it for what it is. И я хочу, чтобы вы были в курсе, что это такое и вообще о чем речь. Okay? I think it's flawed in its premise. Я думаю, что есть серьезное заблуждение в самой ключевой идее такого подхода. Nothing in our text tells us that it is a prophecy of the history of the church. Ничто в нашем тексте не указывает нам на то, что это какой-то план будущей истории церкви, что это пророчество. Because all 7 of these were real churches in 96 AD. Поскольку все эти 7 церквей были реальными существующими церквями в 96 году нашей эры. With real pastors that John was writing to. Там были реальные совершенно пастора из плоти и крови, которым реальный писал реальный Иоанн. Okay, so that's probably enough on that. Ну, я думаю, достаточно. Тоді ми теплі виходить. In that case, we're lukewarm. Yes, we are lukewarm, Да, мы все теплые. and a lot of people see a lot of lukewarm churches, И многие люди видят действительно много тепленьких церквей. which makes them happy to think that maybe we're close to the rapture. И они даже, может, счастливы становятся из-за этого. Они думают, вау, так мы совсем близко к восхищению. But I think that anyway, I don't need this to think that way. Но, тем не менее, я не считаю, что мы должны так это видеть. Okay, so we get to go to heaven now in chapter 4. Итак, теперь нам предстоит отправиться на небеса в 4 главе. Фуникулер будет. А? Фуникулер будет. Will we get some transportation there, like Yes. funicular? We're going to be grabbed and snatched up. Да, нас схватят за шкирку и зашвырнут. Okay. After these things, После всего I looked. я взглянул. Okay, so we have a separate vision than what we had in chapter 1. То есть есть уже какое-то отдельное видение, не то, что мы видели в 1 главе. And a separate message is now being written down. И уже какое-то отдельное послание пишется. Remember in chapter 1 and verse 19 we have an outline. Как вы помните, в 1 главе 19 стихе нам дается план книги. John is told to write 3 things. Иоанну сказано записать 3 вещи. Write. Напиши, напиши, напиши. Write the things you have seen. Напиши то, что видел. То, что ты видел, That's the vision of chapter 1. это видение из 1 главы.
Jesus in his priestly garments standing in the midst of the lampstands. Иисус в своих священнических одеждах, стоящий среди 7 светильников. And he's told to write the things which are. И далее сказано: запиши то, что есть. Communicated through the angel the message to the 7 churches. Передай через ангелов вот это послание 7 церквям. Chapters 2 and 3. Главы 2 и 3. And then he's told to write the things which will take place after these things. И далее говорится в 1:19: напиши то, что будет после сего. And in chapter 4 verse 1 we repeat the expression after these things. И в 4 главе повторена вот эта фраза «после сего». В 4 главе сразу же в 1 стихе. So from chapter 4 to the end of the book, Итак, с 4 главы и до конца книги we're dealing with things that take place after these things. мы имеем дело как раз-таки вот со всем, что произойдет после сего. In other words, things that take place after the church age. Иными словами, мы будем касаться всего, что произойдет после века церкви, будущего. Cannot happen during the church age, because that's chapters 2 and 3. Это не может случиться в течение века церкви, потому что век церкви это 2 и 3 глава. But these are the things that happen after these things. Но с 4 главы начинается все, что случится после сего, после церкви. So there's a door standing open in heaven. И вот дверь отверста на небесах. And an invitation is, come up here and I will show you what must take place after these things. И да, мы видим приглашение, да, взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. And immediately I was in the Spirit. И тотчас я был в духе. It's an expression we had in chapter 1. We see it again here. Выражение, которое мы видели уже в 1 главе, мы видим его здесь снова. So this is an out-of-body spiritual journey. То есть это какое-то духовное путешествие вне тела. And he is caught up into heaven. И мы видим, что апостол Иоанн восхищен на небеса, взят на небеса. He sees a throne and he sees God the Father seated on the throne. И он видит престол, и он видит Бога Отца, сидящего на престоле. Now, as I'm reading in verse 2, it's still a question as to who's on the throne. Когда мы читаем стих 2, для нас все еще, конечно, вопрос, кто же там на престоле сидит. We think, is it the Father? Is that the Son? Мы думаем, так это Отец, или это Сын, Is it the whole Trinity? Is it just God on the throne? или это просто вся Троица, Бог в полном, так сказать, смысле слова сидит на престоле. But it'll be very clear when we get to the end of chapter 5 that we see this is the Father, and then we will see the Lamb who comes up next. Но если мы дочитаем до конца 5 главы, то совершенно станет ясно, что это Отец, а Агнец появится там чуть позже. And so this will unfold as we work our way through these 2 chapters. И это станет совершенно очевидно, когда мы проработаем эти 2 главы. Okay, so this is the Father on the throne. Итак, Отец на престоле. And around the throne are 24 thrones. И вокруг престола 24 престола. And upon the thrones I saw 24 elders sitting, clothed in white garments and golden crowns on their heads. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. So what in the world are we looking at here? То есть кого мы... What are we looking at? Что мы здесь вообще видим? Кого мы видим? How are we going to interpret these? Как нам истолковать вот этих 24 старца? Look, immediate context. Immediate context, excellent. Parallel passages, Ближайший контекст, параллельные отрывки. excellent. Отлично. And are these symbols, or does he see real thrones? То есть, скажите, здесь какие-то символы показаны, или Иоанн действительно видит реальные престолы? Real thrones? Yeah, real thrones, yeah. Да, реальные престолы. Okay, and so in your notes I show you this under point 2. И в ваших заметках я это указал во 2 пункте по 4 главе. God the Father seated on the throne in subpoint A. Бог Отец восседает на престоле в пункте А. There is only one throne and one sitting on the throne. Есть лишь один престол и лишь один сидящий на престоле. So this is in keeping with the Old Testament visions of Yahweh seated in heaven. И это в соответствии с ветхозаветным видением Яхве, Господа, который восседает на небесах. I give you a lot of Old Testament verses there where Yahweh is seated in heaven.
И я привел тут вам множество ветхозаветных стихов, которые говорят о Яхве, сидящем на небесах. Also Psalm 47, where Elohim is seated in heaven. И также Псалом 46, где Элохим воссел на небесах. Okay. We do not see a second throne at his right hand. Мы не видим другого престола по правую руку. We might be expecting to see that Мы, конечно, ожидаем его где-то увидеть. because the Father says, "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Поскольку отец вроде бы сказал сыну: сядь по правую руку от меня, пока не повергну врагов твоих под ножи ног твоих. And although we're expecting to see that, we don't see that yet. И хотя мы ожидаем этот второй престол по правую руку видеть, мы пока его не видим. Because in these chapters we have a panorama of events between the Father and the Son. Поскольку в in chapters 4 and 5, Yes. в главах 4-5 мы видим панораму событий вот такого взаимодействия между отцом и сыном. And we don't see the Lamb come up to the throne until chapter 5. И мы не видим Агнца, приходящего к престолу, до 5 главы. То лишь в 5 главе он появляется и подходит к престолу. So if we're used to that right-hand throne from Psalm 45 or Psalm 110 or Hebrews, we just have to wait. И если мы вот так уж ожидаем вот этого второго престола по правую руку, если мы уже привыкли его представлять из Псалма 46 или 109 или из других, то, конечно, нам немножко надо будет подождать в книге Откровения. Okay. I have some other points there about the Lord's throne. Ну, есть другие тут еще пункты о Божьем престоле. And like his traveling throne in Ezekiel. Например, передвигающийся престол, описанный в Иезекииле. Or Jerusalem in the end times. Jerusalem itself will become the throne of God. Или Иерусалим в последние дни, сам город Иерусалим назван престолом Божьим. But those additional points are not really important here to this chapter. Но эти дополнительные пункты не так важны здесь, в этой главе. What is important, though, is what we studied in Daniel chapter 7. Что действительно важно, это то, что мы изучали с вами в Даниила 7 главе. Because in chapter 7 we saw the Ancient of Days seated on his throne. В Даниила 7 главе мы видели с вами ветхого днями, восседающего на престоле. And you might remember that judgment was passed against the boastful horn of Antichrist. И вы помните, что уже к тому моменту суд был совершен против хвастливого рога Антихриста. And judgment was passed in favor of the Son of Man. И этот суд был совершен как бы в пользу Сына Человеческого. And so that episode in Daniel is what we're seeing here explained in Revelation 4 and 5. И вот этот эпизод в книге Даниила мы теперь видим разъясняется в Откровении 4-5 главе. Because in Daniel 7 it was the Son of Man who appeared before the Ancient of Days. Поскольку в Даниила 7 главе мы видели, что Сын Человеческий предстал перед ветхими днями. And in Revelation 5 it is the Lamb having been slain who appears before the one seated on the throne. Но в Откровении 4-5 главе мы видим Агнца, как бы закланного, который предстает перед сидящим на престоле. We also have elders seated on the throne. И также у нас эти старцы восседают на своих престолах. Multiple thrones. Многочисленных престолах. Remember in Daniel those thrones were there but no one was seated on them. Помните, в книге Даниила там престолы стояли, но никто на них не сидел. But John gets to see people seated on them. Но Иоанн увидел людей, которые на них воссели. And they are described as elders. И они описаны как старцы. So who are these guys? Кто эти ребята? Okay. Again, we want to use immediate context. Опять же, нам нужно использовать ближайший контекст. We want to view parallel passages, Нам нужно смотреть на параллельные отрывки, including Daniel 7, включая Даниила 7 главу, where the thrones are empty, когда престолы пусты еще. Revelation 4, where the thrones are seated by elders. Либо Откровение 4 и Откровение 4 главу сравнить, потому что там уже на престолах восседают старцы. These are elders who are wearing robes and wearing crowns. Старцы одеты в ризы и в белые одежды, и на головах их венцы. And again, context and parallel passages help us with robes and crowns. И опять же, контекст и параллельные отрывки помогают нам разобраться с этими одеждами и с венцами. And so my conclusion is that these are members of the church.
И мое заключение такое, что это члены церкви. I think they are the 24 highest rewarded members of the church. Я думаю, что это 24 члена церкви, которые были вознаграждены наивысшим образом. 24 elders signify the role of the church as a heavenly priesthood. А вот эти 24 члена церкви, они подчеркивают, символизируют роль церкви как небесного священства. And of course, the earthly temple was patterned after a heavenly reality. И, конечно же, земная скиния и храмы были отражениями небесной реальности. Они были построены по тому же образцу. And so 24 should not surprise us here either. Поэтому число 24 также и здесь не должно нас удивлять. Okay. We also have the crystal sea, Также мы видим стеклянное озеро, which doesn't show up in the Bible in very many places. которое вообще-то в Библии не так уж часто появляется. Ezekiel and Revelation is it. Мы видим это только в Иезекииле и в Откровении. But it seems to be very popular in many of our hymns that we sing. Но, кажется, во многих гимнах, которые мы поем, это стеклянное озеро весьма популярно. Two of my favorite hymns include Holy, 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 and I Will Sing the Wondrous Story. Ну вот, we don't sing them. It's in point C. In point C, I see, but, okay. Назначение побеждающих, петь ему хвалу. And you may not know those hymns, then maybe they don't sing them here. Да, ну, как бы он тут процитировал некоторые гимны, которые поют в Штатах, мы их, наверное, не поем. Okay. This is a crystal, though, which means you can see through it. It's transparent. И вот это стеклянное озеро, имеется в виду, что оно прозрачное, через него можно видеть. But it's solid, you can stand on it. Оно в то же время твердое, на нем можно стоять. I think it's a stage that the choir can stand upon as they sing. И я думаю, что это такая своего рода сцена, на которой становится хор, когда они поют. The New Jerusalem will be constructed out of that crystal transparent gold. И также Новый Иерусалим будет построен из сияющего прозрачного золотого материала. And the streets will be paved with this gold. И улицы там будут вымощены золотом. Like in the hymn When We All Get to Heaven. Мне нравится гимн такой, когда мы все попадем на небеса, американцы. We don't have many verses that describe what heaven looks like. У нас не так уж много стихов, описывающих, как выглядят небеса. But in just the 2 or 3 short verses we have, it promotes a lot of the hymns that we sing. Но вот даже те 2-3 стиха, которые у нас действительно есть, они вдохновили авторов на множество гимнов и песен. Okay. We also have, in verse 6, there are 4 living creatures. И также в 6 стихе мы видим 4 животных. They're called Zoa. 4, живых существа. В английском названы зоа. Zoa is the neuter plural from zoan. И neither plural. То есть зоа это средний род, множественное число от зои, жизнь. То есть 4 животных. Yeah. These are, I believe, seraphim-ranked angels. Я думаю, что это ангелы, так сказать, ранга серафимов. As they sing Holy, Holy, Holy. Поскольку они поют «Святый, Святый, Святый». That's, we see the Holy, Holy, Holy in verse 8. И мы видим вот эту их песню, «Свят, Свят, Свят» в стихе 8. They're not called seraphim in Revelation 4. Они не названы серафимами в Откровении 4 главе. But they are called seraphim in Isaiah 6, where they are also singing Holy, Holy, Holy. Но они названы серафимами в Исаии 6 главе, где они поют ту же песню «Свят, Свят, Свят». And they have faces like the cherubim rank 6-winged angels in Ezekiel 1 and Ezekiel 10. И они выглядят так же, как вот эти шестикрылые херувимы в Иезекииле 1 главе и в 10, да. Okay. It is interesting to have angels described in terms of Zoe. И довольно интересно, что ангелы описаны вот этим термином «зоэ», животные. Because Zoe life is normally associated with
us and our salvation. Потому что такая вот жизнь Зои, она обычно ассоциируется с нами в нашем спасении. But it also describes God, and in Him was Zoe, and His Zoe was the light of men. Но также это слово Зои описывает Бога, да, и когда говорится в Иоанна, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот эта жизнь, это вот эта жизнь Зои. So normally Zoe in the New Testament is associated with humanity, not angelity. И обычно вот это слово Зои в Новом Завете ассоциируется с человечеством, не с ангельским воинством. That's one of the puzzles of this chapter, because I believe these Zoa are angelic beings, not human beings. И это одна из загадок этой главы, потому что, я все-таки верю, что вот эти Зоа это ангельские существа, не человеческие существа. Okay, but I do believe that the elders are human beings. Но я верю в то же время, что 24 старца это люди, The white robes and the crowns которые с белыми робами и с венцами, белыми одеждами. indicate that they are church-age believers from our dispensation. И это показывает нам, что это верующие века церкви, это верующие из нашей диспенсации. Okay. What else? Let's see. When you look at their faces in verse 7, Когда вы смотрите в 7 стихе на их лица этих животных, first one was like a lion, первое животное было подобно льву, second like a calf, второе как телец, third like a man, третье как человек, the fourth like an eagle. четвертое как орел. That gets your attention, doesn't it? Ого, вот это уже интересно, это привлекает внимание. Parallel passage for that is Ezekiel chapter 1, Ezekiel chapter 10. Параллельный отрывок здесь, конечно же, Иезекииля, 1 и 10 главы. Okay. And more of these, if you ever want to study in angelology, you pay attention to these И things. если вы будете изучать ангелологию, то там это изучается более детально. Или если уже изучали. And so the chapter ends with worship, И глава эта заканчивается поклонением. and they're throwing their crowns before His throne. И мы видим, что 24 старца полагают венцы свои пред престолом. And they are worshiping the Father, И они поклоняются Отцу. and they are saying, "Thou art worthy." И они поют Ему «Достоин Ты, Господи». Okay. A lot of our music has "Thou art worthy." А очень во многих наших песнях, даже современных, да, есть вот это «Ты достоин», кто был... In fact, there's one that's very popular, and I hate it. Кстати, есть одна песня очень популярная «Ты достоин», и я, кстати, ее ненавижу. It's a praise chorus, and it just says the same thing over and over and over. Просто вот там песня с таким куплетом, повторяющимся, который поют снова, снова и снова. Just, "Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy." Ты достоин, ты достоин, ты достоин, ты достоин. It makes me want to puke, throw up. I don't like that kind of music. Да, короче, мне немножко плохо от этих песен, мне не нравятся такие повторы. Because after the 25th time of singing "Thou art worthy," Потому что уже на 25-м повторении «Ты достоин», I want to grab them and say, "Yes, he is worthy. мне хочется подойти к музыкантам, взять их за шкирку и сказать: «Да, он достоин! He is worthy of better lyrics." Он достоин лучших текстов песен». Okay. But we have a song of worthiness to the Father. Но мы видим вот эту песню отцу, песню отца, для отца, и где говорится, что он достоин. The basis for this worthiness is centered in creation. И основанием для того утверждения, что он достоин, это является сотворение мира. You created all things, and because of your will, they existed and were created. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, бы ты сотворил все, и все по твоей воле существует. So this is the first song we encounter. То есть это первая песня, которую мы видим. Okay? There's going to be a new song in chapter 5. И будет еще новая песня в главе 5. It's a song to the Lamb. И это будет песня Агнцу. And it's not grounded in creation, it's grounded in redemption. И уже там основанием для достоинства, да, будет не сотворение, но искупление.